Смартфон с IPS-экраном на 6,78 дюйма, процессором MediaTek Helio G91, аккумулятором емкостью в 5000 мАч, основным сенсором от Sony на 64 мегапикселя, операционной системой HiOS версии 14, встроенным мини-джеком на 3,5 мм, ИК-портом, NFC-модулем, стильным дизайном и, конечно же, это только малая часть того, что из себя представляет модель под названием Tecno Spark 30. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется этот смартфон в бело-оранжевой коробке из плотного картона. Выглядит она так же, как и у модели Pro. На ней есть название и краткие характеристики у модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам смартфон с защитной пленкой, прозрачный чехол, гарантийный талон, краткое руководство, блок питания на 18 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения полноценного слота под 2 сим-карты или карту памяти до 1 терабайта. Весит смартфон 190 граммов, а размеры составляют 168 на 77 на 8 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, подписаться на телеграм-канал скидок и оставить любой осмысленный комментарий, больше 5 слов, под любым из роликов. И либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Переходим к обзору. Приобрести Spark 30 можно в черной и белой расцветке. Дизайн модели такой же, как у Spark 30 Pro. Выглядит смарт хорошо. Рамки пластиковые, как и тыльная часть, люфта у кнопок нет, за что отдельный плюс. Сборка неплохая, ко всему смартфон имеет защиту по стандарту IP64, по периметру экрана есть пластиковая черная рамка и выглядит это дело дешево. Грани прямые со слегка закругленными краями. В руке смартфон лежит в целом удобно, но без чехла он скользкий. Далее на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, ИК-порт, мини-джек на 3,5 мм, который установлен максимально несимметрично, микрофоны и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Кастомного эквалайзера здесь нет, но есть несколько предустановок звучания. Перекос по громкости между динамиками присутствует, качество звука не совсем печальное, но верхний динамик выдает менее детальный звук, чем нижний. Плюс ему не хватает низких частот. Вибромотор простенький, такой же, как и в версии Pro, плюс не настраиваемый. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 396 ppi, частота обновления экрана максимум 90 Гц. В настройках же можно выбрать 60 Гц и авторежим. Яркость на 100% по моим замерам 360 люксов. В режиме высокой яркости экран выдает в пике 520 люксов. Мультитач только до 5 пальцев. На 10 пальцев экран не откликается. И это фейл. Но очень странно, что при том, что это IPS-дисплей, он поддерживает отображение времени и уведомлений при касании экрана. В настройках эта функция называется Always on Display, хотя это точно не Always on Display в вашем понимании. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Все способы разблокировки отрабатываются не молниеносно и бывают промахи, но в целом все хорошо. Биометрические данные можно ввести одного лица, отпечаток пальца можно зарегистрировать 5 раз. И, к сожалению, один и тот же отпечаток можно зарегистрировать тоже. Переходим дальше, к печали. Процессор установлен MediaTek Helio G91 с техпроцессом 12 нанометров, с 8 ядрами и максимальной частотой в 2 ГГц. Когда уже эти Helio закончатся, да? Графический процессор Mali G52 MP2, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память медленная eMMC версии 5.1 на 128 или 256 ГБ. Операционная система HiOS 14 версии на базе Android 14 версии. В настройках можно обнаружить Android Auto, игровой режим, также есть функция Dynamic Port для отображения различной информации с помощью анимации в области фронтальной камеры и не только. В отличие от Pro версии, данная модель заметно медленнее работает, система иногда подвисает и долго прогружается. Далее, по связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей и ниже. Датчик приближения работает отлично, связь смартфон ловит хорошо. Аудиокодеков на борту достаточно, NFC-модуль в наличии. На данный момент для оплаты NFC-модуля можно установить MirPay. GPS однодиапазонный и работает медленно. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал 7 часов 33 минуты. Тесты я проводил с 90 Гц и выставленными 100% яркости. Tecno Spark 30 поддерживает быструю зарядку до 18 Вт и заряжается смартфон от родного зарядного устройства от 0 до сотки в среднем за 1 час 55 минут. Ко всему в настройках есть обходной режим для питания напрямую от адаптера на материнскую плату, за что однозначно плюс, но опять же, это фишка для игровых смартфонов, а в это дело вы играть вряд ли сможете. То есть плюс этой обходной зарядки здесь, в принципе, это то, что они показывают, что ничего сложного ее сделать даже в смартфоне за 130
$10 нету. За час просмотра видео на YouTube уходит не больше 4% заряда, в играх за час уходит в среднем 24%. Играть некомфортно, сенсорный отклик ужасный, во всех играх встречались подвисания, а в Genshin Impact был сброс яркости. И в целом, с учетом максимальной яркости на 100% в 360 люксов, это не столь существенно, так как сброс до 300 люксов после 15 минут — это мелочи жизни. Но, как вы понимаете, при максимальной яркости вообще функционирование смартфона на 360 люксов — это такое себе. Я очень часто привожу в пример iPhone 11, у которого IPS. Там, конечно, небо и земля, в 2 раза ярче это дело. Смартфон подойдет только для каких-то казуальных игр, в целом, как и в большинстве бюджетных моделей. С такой мощностью на более они не способны. Но Spark 30 для повседневных задач довольно слабенький. Сейчас перейдем к тестам, вы поймете почему. Синтетика, как говорится, все показывает. Тротлинг-тест я проводил на 100 потоках при 60 минутах, 146 гипсов минимум, максимум 173 гипса и в среднем 161 гипс. В Geekbench 6 в CPU Single Core 452, в CPU Multicore 1472, в GPU Score 608. 3D Mark показал скромные цифры, при этом устойчивость в Steel Nomad Lite Stress Test 94%, Wildlife Stress Test 99,3% и Wildlife Extreme Stress Test 98,4%. В Antutu устройство выдало 282 тысячи попугаев, чего уже мало для повседневного использования. То есть минимум сейчас надо искать 400-500, чтобы это дело не тормозило. Storage тест показал 16 тысяч, ультра-мега скромные. 45-минутный стресс-тест вы видите на экране, ничего хорошего график нам не показал, что в принципе неудивительно. Теперь перейдем к камерам. С тыльной части установлена кольцевая LED-вспышка, вспомогательный сенсор, основной сенсор Sony IMX682 на 64 мегапикселя с апертурой 1.7, цифровой стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки 2К 30 FPS. 60 FPS нету. Фронтальный сенсор на 13 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки также 2К 30 FPS. Качество видео не лучше, ничего с вау-эффектом на выходе мы не имеем, и я бы сказал, что за эту стоимость есть из чего выбрать, если вам необходимо более-менее качественное фото и видеосъемка. Примеры фото сейчас увидите. Минусы: медленная внутренняя память, медленная зарядка, экран не поддерживает мультитач на 10 касаний, ультра мало яркости экрана, часто встречается брак от данного бренда, хотя многие напишут, что и от Poco встречается, от Realme, но, друзья, объемы продаж, количество брака у смартфона, который продан в количестве миллиона экземпляров или в количестве сотни экземпляров. С другой стороны, мой экземпляр такой участи не удостоился, хотя можно было бы подольше его помучить. Качество звука могло бы быть и лучше. Операционная система требует доработки, которой 99% не будет, потому что им надо продавать, и они продают. Мало производительности, мини-джек установлен несимметрично, нет стабилизации видео при максимальном разрешении. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Резюмирую, Tecno Spark 34G неплохой смартфон, но я его не советую. Я бы присмотрел лучше альтернативы от таких брендов, как Redmi, Realme или Poco. Тот же M6 Pro, еще очень много всяких устройств, даже нарзовские смарты от Realme. Если ты поюзаешь ПО, при одних и тех же цифрах в синтетике ты поймешь, что это не тот ценовой сегмент, в котором ты можешь получить радость от смартфона, но это тот ценовой сегмент, где можно использовать смартфон комфортно. Вот эту штуку комфортно использовать не сможешь. Стоимость данной модели однозначно не оправдывает ее характеристик, также, к слову, как модели Spark 30 Pro, обзор на который вы тоже видели на канале. Поэтому от меня девайсу однозначно нет. Логично, что можно сгладить углы, можно рассказать, как это все народ же покупает, король не голый, но что я хотел, то рассказал, у вас может быть другой взгляд. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом, напишите, может быть, я не прав, по вашему мнению, может, и подискутируем. Приходите на стримы. Добра и удачи вам, дорогие друзья.